Вот 3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Снежный домик. Однажды котята собирались на детскую площадку рядом с домом. Далеко не уходите, чтобы я видела вас из окна. И долго не гуляйте, а то замерзнете. Лучше вернитесь домой, погрейтесь, и потом снова пойдете гулять. Здорово! Миу, 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 миу. Жалко, что надо возвращаться домой, чтобы погреться. Интересно, как жить на севере, где всегда зима и холодно? Северные коты живут в иглу. Иглу – это такой круглый дом из снега. Как можно жить в доме из снега? Там же холодно. Вот и я всегда хотел это узнать. Давайте построим иглу и проверим. Ну нет, это скучно. Лучше играть в снежки и кататься с горки с друзьями. Котята пришли на детскую площадку, а Компот все-таки решил построить иглу. Компот, хватит лепить. Давай к нам. Это так весело! Компот, давай с нами кататься. Компот, давай с нами в снежки. Смотрите, а вон ледяной спуск. Давайте там покатаемся. Коржик, пора домой греться. Да, мама, мы сейчас придем. Ну вот, нам пора домой греться. Я тоже пойду домой, а то мне немного холодно. А у меня нос замерз. Тогда начнем кататься с ледяного спуска после обеда. Компот, мама звонила. Нам пора домой. Ну вот, я не успел достроить иглу. Ты тогда лето будешь строить. А летом на улице уже будет жарко. И еще ты пропустишь все зимнее веселье. Я знаю, но я хочу проверить, правда ли, что внутри иглу теплее, чем снаружи. Вернувшись на улицу, котята продолжили веселиться. Давайте паровозиком съедем, идите все сюда. А давайте еще Компота позовем. Паровозик будет длиннее и съезжать будет веселее. Да мы уже 100 раз его звали. Но пока он не достроит иглу, он играть не будет. Фу. Я знаю, что надо делать. Давайте поможем Компоту построить иглу. Тогда он освободится и сможет играть с нами. Точно, давайте. А то бедный Компот там совсем один. Эй, строительную бригаду заказывали? Благодаря помощи друзей снежный дом иглу вскоре был готов. Как красиво! Теперь осталось проверить, будет ли внутри теплее, чем снаружи. Даже если там холоднее, мы все рады, что помогли тебе. Ведь теперь ты сможешь играть вместе с нами. Вот это да! Тут теплее, чем на улице. Значит, это правда! Северные коты живут в снежных домах. А раз так, мы сможем тут греться, если нам станет холодно на улице. Здорово! Миу, 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 миу. Коржик и Карамелька поняли, как важно во всем поддерживать своих близких. А мама принесла котятам термос с чаем, чтобы в снежном домике им было еще теплее. 2 кота и 1 кошечка. Мяу. Ресторан. Однажды в годовщину своей свадьбы мама и папа поехали с котятами в ресторан. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас будет праздничный ужин. Здесь готовят самый вкусный тыквенный пирог. Здорово! Миу, 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 миу.
Котятки, в ресторане надо вести себя тихо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пойдемте, я провожу вас к вашему столику. Прошу. Ух ты! Это ваша свадебная фотография! Какие вы были красивые. Ну почему же были? Мама с папой и сейчас красивые. Мы готовы сделать заказ. Принесите нам, пожалуйста, ваше фирменное блюдо – тыквенный пирог. Сию минуту. Как-то скучно. На годовщине свадьбы должно быть весело, чтобы шарики, лепестки роз. А еще нужна лента с поздравлениями. Но у нас ничего этого нет. Сделаем праздничную обстановку из того, что есть. Можно попросить пианиста сыграть веселую музыку. И попросим официанта зажечь свечи, когда он вынесет наш пирог. Отличная идея, Коржик. А я придумала, что будет вместо лепестков розовые салфеточки. Круто! Начинаем операцию «Праздничный ужин». Мама, папа, А? а можно мы сходим помыть лапки? Ну, конечно, котятки. Котята стараются, чтобы ужин мамы и папы стал по-настоящему праздничным. Компот договаривается с пианистом. Коржик с официантом. А Карамелька собирает салфетки. Я нашел, как выключить свет, чтобы свечи горели в темноте. Осталось дождаться, когда вынесут наш тыквенный пирог. Вон его несут. Все по местам. Извините. Вы же собирались зажечь свечи, когда понесете наш пирог. Так это был не ваш пирог. Его заказал вон тот гость. А ваш пирог вот. Ну вот, мы хотели сделать ужин праздничным, а сделали ужасным. Спасибо за старание, котятки. Мы это очень ценим. Но лучше нам поехать домой. Извините, что так вышло. А вы можете взять наш тыквенный пирог. Ну что вы, раз у вас годовщина свадьбы, возьмите его с собой, поужинайте дома. Я знаю, что надо делать. Добро пожаловать в ресторан «Антрекот». Предлагаем отведать наше фирменное блюдо. Тыквенный пирог. С годовщиной тебя, кисуля. И тебя, Котя. Поздравляем! Миу, 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 миу. Котята устроили для мамы с папой настоящий ужин в ресторане. И все получилось очень торжественно и трогательно. И одна кошечка. Мяу. Прогулка с папой. Однажды папа повез котят покататься на снежных склонах. Классно, что мы гуляем сегодня с папой. Ага, можно делать все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Но вы должны меня слушаться, ведь к обеду нам надо вернуться домой. В парке так много снежных горок. Какую же выбрать? Я хочу на эту горку. А я хочу вон на ту. Нет, давайте туда. Котятки, у нас всего пара часов. Тогда давайте скорее.
Время пролетело незаметно. Котятки, не лежите на снегу. Ой. А вообще, нам уже пора домой. Нет, мы же еще не съехали с самого большого склона. Ну, хорошо. Съедем разочек. Чтобы забраться на большой склон, папа и котята едут на специальном подъемнике. Ух ты! Ого! Фу! Коржик, надень шарф. Тут сильный ветер. Ну, пап, мне жарко, и нет никакого ветра. О! Ну вот, надо было меня слушать. Теперь еще и шарф доставать. Едем скорее. Интересно, если я там внизу упаду в снег, я превращусь в снежный ком. Ой. Ой. Вот будет смешно. А далеко ли можно укатиться с этой горки? Круто! Котятки, у нас мало времени. Эть! Классная горка! Теперь надо снять с елки шарф коржика. Только не трясите, а то вас завалит снегом. Ой! Ой! Ха-ха! Что и требовалось доказать. И... Ну, а теперь едем домой. Да? Что? Но котята захотели еще раз съехать с горки. Значит, вы уверены, что мы не опоздаем? Уверены! Но начался сильный снегопад. Интересно, в каком сугробе наша машина? А ведь нам пора ехать. Зеленая, не наша. Синяя, не наша. Красная. Наверное, это наша машина. О, спасибо, что очистили мою машину. Пока! Ну вот, я устал, замерз и проголодался. Я тоже. Надо было слушаться папу и ехать домой, когда он говорил. Хорошо, что вы это поняли, котятки. Но как нам отыскать нашу машину? Я знаю, что надо делать. Папа, нажми на брелок. И как я сам не догадался. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте скорее очистим машину и домой. Мама заждалась. К обеду все немного опоздали. Но зато котята поняли, что лучше во всем слушаться взрослых. Два кота! И одна кошечка. Мяу. Хоккей. Однажды котята решили поиграть в хоккей на льду. Шуруп будет нашим вратарем, а я буду нападающим. А я защитником. А я, наверное, буду всем мешать. Это еще почему? Я плохо играю в командные игры. Помните, мы играли в футбол? Компот, лови! Ой, 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 ой. О, спасибо! А помните, играли в волейбол? Ой, 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 Мы тоже играем. Да, ты должен отбивать мячик нам. Я уверена, что в этот раз у Компота все получится. Я пойду с вами и буду болеть за вашу команду. Здорово! Миу, 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 миу.
Компот! Ой, Компот, не спи! Ой, Компот, я открыт! Пасуй мне! Я тоже, пасуй мне! а кому лучше пасовать-то? Ну вот. Кожик, я открыт, пасуй. Разворот! Ой, это что, гол? Нет, но сейчас он будет. Водоем! Гол! ты забил свои ворота. Ну вот. Не умею я играть в команде. Без меня у них даже лучше получается. Не расстраивайся, мой хороший. Зато ты, как и я, отлично играешь в шахматы. У нас с тобой шахматная команда. Спасибо, мама. Значит, я буду играть в то, что у меня хорошо выходит. Ого, вот это реакция! Любой вратарь позавидует. Я знаю, что надо делать! Компот встает на ворота вместо Шурупа, который совсем не против погонять шайбу с другими котятами. Молодец, Компот! Компот, ты классный вратарь! С тобой у нас лучшая хоккейная команда! Спасибо. Мне понравилось быть вратарем. Здорово! Миу, 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 миу! Каждый способен играть в команде. Главное — найти свое место. Как это? И одна кошечка. Мяу. У папы на работе. Однажды папа вернулся домой очень уставший. Папа пришел! Папа, давай играть в догонялки. Ты водишь. Ну, папа, Извините-ка, тетки, но я очень устал после работы. как можно устать на кондитерской фабрике? У тебя же не работа, а просто праздник. У тебя наверняка все в шоколаде. Это не совсем так. Если хотите, завтра я возьму вас на свою кондитерскую фабрику и все покажу. Мы пойдем на работу с папой. Здорово! Миу, 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 миу. Утром папа привез котят на кондитерскую фабрику и привел их в свой кабинет. Ух ты! Придумывать разные сладости, это же так весело. Думаете, легко придумать что-то новое? Да запросто. Эклеры с медом. Уже есть. Пончики с черникой. Тоже есть. А печенье в форме машинки с шоколадными колесами и зефирными котиками. Да. Есть и такое. Ладно, зато готовить сладости точно весело. Ну, смотрите сами. Для этого у нас есть разные цеха, где готовят торты и пирожные. Ух ты, круто! Идем туда, папа!
В этом цеху смешивают разные ингредиенты: сахар, муку, молоко, чтобы делать заготовки из теста. От того, как все смешано, зависит, какими будут пирожные. Мягкими или хрустящими, будут крошиться или тянуться. Ой! Коржик, нет! Котятки, тут много сложной техники. Без разрешения лучше ничего не трогать. Извини, папа, я не думал, что это так трудно. Это главный конвейер. Здесь в заготовке из теста добавляются разные начинки, ягоды. И после пары минут в духовке пирожные будут готовы. Можете ставить корзиночки, только будьте очень осторожны. Ой, моя шапочка. Кошкин хвост, надо срочно все остановить. Папе пришлось остановить главный конвейер. Шапочка с зефиром. Такого еще не было. Да, теперь ее не наденешь. Зато она вкусная. Звонили из магазина. Они ждут наши пирожные через час. А конвейер что, остановился? Произошла небольшая заминка. И что же, мы можем не успеть? Я знаю, что надо делать. Мы вам поможем. Только дайте нам самое простое задание. Ставить штампы на упаковке не так уж и сложно. И теперь пирожные можно доставить в магазин. О, спасибо. Вы, как всегда, привезли пирожные вовремя. Разумеется. К тому же сегодня у меня были отличные помощники. Коржик, карамелька, компот. Какие вы молодцы! Но нам пора возвращаться на фабрику, чтобы продолжить работу. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Теперь котята знают, какая непростая у папы работа. А папины пирожные от этого кажутся еще вкуснее. Кота! И одна кошечка. Мяу. Музыкальные инструменты. Однажды котята смотрели по телевизору репортаж о музыкантах. Мы разъезжаем с концертами по всей стране, и у нас куча фанатов, которые нас любят. Быть музыкантами так круто! Давайте тоже создадим свою группу. Да, будем давать концерты по всему миру. И у нас будет много фанатов. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Но игрушечные инструменты вряд ли подходят для настоящей группы. Котята хотят попросить музыкальные инструменты у своих друзей. У Бантика можно одолжить скрипку. Только осторожно со скрипкой. И смычок не сломайте. А смычок и не нужен. Я буду играть на скрипке, как на электрогитаре. Нет, со скрипкой так обращаться нельзя. Котята пришли к Нудику, у которого есть бубен. Нам нужно много настоящих барабанов. И чтобы они по-разному звучали. У меня есть только вот этот бубен. А что есть у Лапочки? Вот, синтезатор. О, это то, что нам нужно. Ага, вернем после репетиции. Стойте! Я думала, вы тут будете играть. Отдать его я не могу. Он мамин. Котятки, а что приуныли? Мы
хотим стать музыкантами, а нам не на чем играть. Так, где-то здесь должна быть наша гитара. Ага. Ой, Будьте здоровы, котятки. А что вы делаете в подвале? Папа ищет гитару для нашей музыкальной группы. нашел гитару. Ой, только на ней все струны лопнули. Ну все, не хочу я быть музыкантом без инструментов. Погодите, на гитару можно натянуть новые струны. Ой. Ого! Это было как соло на барабанах. При желании любой предмет можно сделать музыкальным инструментом. Ух ты! Я знаю, что надо делать. Котята создают музыкальные инструменты из разных предметов. Браво, котятки! У вас уже есть первые фанаты. Это мы с папой. И я натянул на гитару новые струны. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте тогда сыграем все вместе. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. У котят с мамой и папой получилась замечательная музыкальная группа. И все благодаря фантазии и таланту. Пока-то. И одна кошечка. Мяу. Папин телефон. Однажды папа подготовил презентацию для нового кафе. Таким образом, кафе «Сласти Мордасти» гарантирует нам высокую рентабельность и окупаемость. Отлично, Котя. Я уверена, что совет кондитеров все одобрит. Здорово! Миу, 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 миу. Ну и хорошо. Так, вся презентация скопирована сюда. Папа собирается показать презентацию с помощью своего ноутбука. Пока! Совету кондитеров точно понравится папина презентация. О, надо позвонить и предупредить, что я опоздаю. Ой, а где мой телефон? Мама работает над новой коллекцией одежды. Мама! Папа забыл свой телефон. А ему дедушка звонит. Алло. Привет. Добрый день. А Котя уехал и забыл телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Котятки, положите мобильный папе на стол. Наверное, он за ним вернется. Мама! Тут кто-то неизвестный звонит. Слушаю. Здравствуйте, это клиника полосатого стоматолога? Нет, вы ошиблись номером. Всего доброго. Так, я сейчас отключу звук, а вы его больше не приносите. Папа потом сам посмотрит, кто ему звонил. Похоже, папе звонят с работы. Слушаю. Алло, совет кондитеров в полном составе. Мы ждем только вас. Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, это Карамелька, а тут еще Коржик и Компот. Наш папа уехал, а телефон забыл дома. Ясно. Похоже, придется отменить презентацию. Нет, папа так долго готовился. И репетировал выступление. Мне жаль, но нам нужно увидеть презентацию прямо сейчас. Я знаю, что надо делать. Мы сами покажем папину презентацию.
Котята включают на телефоне видеосвязь. Как нас видно? Можно начинать презентацию? Ай, ну попробуйте. Итак, Ой, папино кафе будет небольшое, но уютное, в желто-оранжевых тонах. Там будут блюдца с кошачьими лапками и чашки с кошачьими лапками. Еще будут круглые столы, а в витринах будут лежать всякие сладости. еще там будут разные ягоды, которые можно добавлять в пирожные. У официантов будет красивая форма. А на голове шапочки в виде пирожных. А еще там будет... Таким образом, наше кафе будет отличным местом для семейного отдыха. Ого! Простите за опоздание. Пробки, а я забыл дома телефон. Привет. Папа! Ваши котята только что показали презентацию. Это великолепно. Правда? Вот молодцы. Мы одобряем открытие вашего кафе. Кстати, как оно будет называться? Знаете, я думаю назвать кафе «Три кота». Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря находчивости котят, в городе скоро откроется новое семейное кафе. Два кота и одна кошечка. Мяу. Поход в магазин. Однажды мама, папа и котята делали покупки к новогодним праздникам. Макароны, бананы, рыба. Скоро понадобится вторая тележка. Долго еще. Я хочу поиграть. А я хочу есть. Ой, мы забыли хлеб, молоко и чай. Ой, надо все собрать. А давайте мы купим хлеб, молоко и чай. Точно, так будет быстрее. Что ж, думаю, вы справитесь с таким ответственным заданием. А мы будем ждать вас у машины. Мама дает котятам кошелек с деньгами. Здорово! Миу, 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 миу. Коржик пойдет за хлебом, компот за молоком, а я поищу чай. Но Коржика заинтересовали игрушки. Компота привлекли конфеты. А Карамелька все-таки пошла за чаем. Коржик взял игрушечный автобус, а Компот набрал конфет. А где молоко и хлеб? У нас же много денег. Мы можем купить все, что захотим. А хлеб и молоко купим потом. Ну, компот. А вместо молока мы что будем пить? Конфеты? Коржик, если мы не купим хлеб, из чего нам мама будет делать бутерброды? Из автобуса? Ну ладно. Котята пришли за хлебом, но оказалось, что хлеб бывает разный. Берем вот этот и идем. Это творожная ватрушка, а нам нужен просто хлеб. Вот этот? Нам нужен коричневый. Может, этот? Этот круглый, а бутерброды мы едим квадратные. Вот, коричневый и квадратный. Отлично, теперь за молоком. Но оказалось, что молоко тоже бывает разное. Клубничное. Не годится. Шоколадное. Нет, не то. О, а это? А это вообще кефир. А вот обычное молоко. А это то, что надо. На кассе работает мама Гони. Коржик, карамелька, компот. Добрый день. Добрый день. Какие вы молодцы! Сами делаете покупки.
Мы выполняем ответственное задание. Ой, какие красивые коньки! У них можно пойти на каток. Точно! Купим еще коньки. Но у вас не хватит денег на все покупки. Или коньки, или продукты. Тогда только коньки. Постойте, тогда и на обед у нас будут вареные коньки. Приятного аппетита! Я не люблю вареные коньки. Я тоже и жареные коньки не люблю. Тогда нам только чай, молоко и хлеб. Пожалуйста. Мама, папа, мы все купили. Какие вы молодцы! Справились с ответственным заданием. А у нас для вас есть сюрприз. Билеты на каток. Мы купили их, пока вы ходили за покупками. Ух ты, каток. Как мы и хотели. Ну, у нас же нет коньков. А коньки мы просто возьмем на прокат. Здорово! Миу, 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 миу. Тета отлично справились с ответственным заданием. И поэтому теперь можно как следует отдохнуть. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Снежные скульптуры. Как-то раз кот-художник объявил конкурс на лучшую снежную скульптуру. Победителю нашего конкурса достанется целая коробка печенья. Ура! Миу, 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 миу. Веселее! Снимаю! Итак, вот инструменты, вот материал для творчества и хорошая погода для вдохновения. Начали! Я буду лепить снеговика. И я буду лепить снеговика. И я. Нудик тоже решил слепить снеговика. И Шуруп тоже. И Лапочка. Руки обычно делают из веточек. А глаза и пуговки можно сделать из гаек. А у меня нету гаек, да и мне тоже. И мне. А носик можно сделать из красивой шишечки. Так, снежные скульптуры готовы. Кому же достанется коробка печенья? Мне. Сначала надо выбрать лучшую скульптуру. Но снеговики получились одинаковыми. Как же выбрать лучшего? Да, непростая задача. А может, мой снеговик самый белый? У нас все снеговики белые, они же из снега. Попробуем поискать другие отличия. О, Но тут повалил снег и засыпал котят, снеговиков и все вокруг. Ого, сколько снегу навалило. Ой, ты чего? Нудик, а я думала, это мой снеговик. Котята вылезают из сугробов. чтобы конкурс продолжался, надо всем откопать своих снеговиков. Но откопать снеговиков не удалось. Эй, а где мой снеговик? Он же был тут. А мой снеговик? Ой, и от моего одни гайки остались. Ну вот, все пропало. А давайте лепить снеговиков дома. Тогда их не сможет засыпать снегом. Коршик, дома снеговики сразу растают. Тогда мы сделаем снеговиков из разных железок. Железки не тают. Но, Шуруп, тогда это будут не снежные скульптуры, а какие-то роботы. Тогда... Не знаю. Кажется, я проголодался. Я знаю, что надо делать. Компот! Твой сугроб стал похож на тортик. Ха, точно, похож. Надо только розочку добавить. Ух ты! Я тогда сделаю красивую корону принцессы. А я слеплю ракету. А я клоуна. Теперь все лепят совершенно разные скульптуры. Карамелька сделала папу, маму, Коржика, Компота и себя.
Теперь все скульптуры такие разные и замечательные, что мне опять не выбрать одну лучшую. Но есть одно справедливое решение. Коробки печенья достанутся каждому участнику конкурса. Какое прекрасное печенье! Его, кстати, делают по моему рецепту. О, а ведь сейчас по телевизору будут новости. Сегодня в городе состоялся конкурс снежных скульптур. Коржик, Карамелька, Компот, Нудик, Шуруп и Лапочка стали победителями. Какие талантливые котята! Нас показывают по телевизору. Наши скульптуры всем понравились. Оказывается, папа отнес свой видеорепортаж в программу теленовостей. Как хорошо, что конкурс снежных скульптур доставил радость не только победителям, но и всем вокруг. И одна кошечка. Мяу. Космическое путешествие. Однажды вечером разыгралась метель, и котята остались дома. Скукота! Может, поиграем во что-нибудь? А во что? Смотрите, снежинки похожи на звезды. Мы как будто летим в космосе. Точно! Будем играть в космическое путешествие! Давайте, будем летать среди звезд. Здорово! Миу, 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 миу. Но в космосе все должны парить в невесомости. Ха! А вот и невесомость! Я больше не могу бороться с силой земного притяжения. Фу. А мы построим космический корабль. Котята берут коробку от пряжи, чтобы сделать корпус корабля. Берут картонные папки, чтобы сделать крылья. Находят воронку, венчик и бублики. Прикрепляют все это к коробке, и вот космический корабль готов к старту. Говорит капитан корабля. Приготовиться к полету. Говорит штурман, к полету готовы. Говорит, бортмеханик. Включаю двигатель. Полетели! Прямо по курсу шерстяные кометы. Ай, 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 ай. Пришельцы! Мама! Папа! Мы приняли вас за пришельцев из космоса. Что это вы тут устроили? У нас космическое путешествие. Скорее, космический беспорядок. Займитесь-ка уборкой, ведь вам скоро в кровать. А космическое путешествие? Мы не можем жить без космоса. Да! Внимание! Говорит Центр управления полетами. Команде звездолета «Три кота» дается задание убрать весь космический мусор и спасти нашу цивилизацию от загрязнения. Как поняли? Прием! Вас поняли! Убираем космический мусор. Ура! Что будем делать с шерстяными кометами? Отправим их на планету Комод. Кухонные астероиды. Разложим их по полочкам, то есть по орбитам. Книжные метеориты. Ого, как их раскидало. Их место в галактике — книжный шкаф. А этот космический мусор надо отправить в черную дыру мусорного пакета. О, сколько накопилось! Я знаю, что надо делать. Мы выйдем в открытый космос. В космосе зима. Не забудьте скафандры. Мы избавили нашу вселенную от мусора. Это что, пришельцы из космоса? Нет, папа, это мы.
Космическая уборка выполнена. Молодцы! Готовьтесь ко сну, а я приду и поведаю вам истории про космос. И про далекие звезды. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Папа и мама сделали звездное небо, используя фонарик и дуршлаг. А котята слушали папины истории и готовились увидеть космические сны. И одна кошечка. Мяу. Снежные горки. Однажды зимним субботним утром котята спешили покататься на санках с ледяной горки. О, доброе утро, котятки! Куда это вы так рано? Кататься с горки. Но ночью шел снег, и горку совсем засыпало. Ой, а где же горка? Главное, что есть санки, а горка найдется. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Поехали! Но санки вязнут в рыхлом снегу. А наша горка точно была здесь? Мне кажется, я даже ее вижу. Тогда мы ее быстренько откопаем. Приступим. Но откапывать горку оказывается не так-то легко. Так мы целую неделю копать будем. Папа! Помоги нам откопать горку от снега. Конечно, помогу. Сразу, как досмотрю соревнования по сноуборду. Ого, я тоже так хочу. Для сноуборда нужна большая горка, а наша слишком маленькая. Ну, пока у нас и маленькой горки нет. Мама! А ты поможешь нам раскопать нашу горку? К сожалению, я опаздываю на фитнес. А если горку засыпала, поиграйте пока в дочки-матери. Но котята не хотят играть в дочки-матери. А давайте посыпем снег солью. От соли снег растает. Но от соли и снег растает, и лед на горке тоже. Может, лучше позовем бульдозер? Он почистит нашу горку за минуту. Но бульдозеры обычно чистят дороги, а не горки. Куда? Тогда давайте запустим по горке снежный ком. Он соберет весь снег, а лед на горке останется. Точно, давайте! Какой хороший получился ком. Теперь давайте скатим его с горки. И раз, и два, и... Кто там? Странно, никого нет. Горку теперь засыпало еще сильнее. Теперь ни бульдозер, ни папа нашу горку не откопают. Я знаю, что надо делать. Эй, да помогите же! Это же папин сноуборд. Папин сноуборд прекрасно подходит для катания по рыхлому снегу. Ого! Ого! Фитнес отменяется. Я лучше покатаюсь с вами. Ну-ка, брысь. Ура! Миу-миу-миу-миу! А вот это подходящая горка для сноуборда. А теперь показываю, как надо.
Снежные горки — это хорошо, а большие снежные горки гораздо лучше. Как это? И одна кошечка. Мяу. Кулинарное шоу. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот ждали завтрака. Котятки, за стол. Опять каша. Мы ее каждое утро едим. Скоро каша у меня из ушей полезет. Но каша очень полезна. Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое. Хотите вкусно поесть и порадовать близких? Мы готовим потрясающие блюда. Смотрите по субботам наше кулинарное шоу. Вау! А давайте устроим свое кулинарное шоу. Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире. И угостим маму с папой. Здорово! Миу, 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 миу. Котята достают из холодильника все, что они любят. Что приготовим на завтрак? Давайте сделаем пирожки с вареньем. Ну, для пирожков с вареньем нужно намесить и раскатать тесто. А мы этого Не умеем. Тогда давайте сделаем запеканку с колбасой. Но мы же не умеем пользоваться духовкой. О! Завтрак слегка подрумянился. Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем? Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто перемешать все продукты. Котята начинают готовить салат из сыра, кильки, молока, джема и чего-то еще. Ой, а что это вы тут устроили? Мама, сейчас будет кулинарное шоу. Мы приготовили на завтрак самый вкусный салат в мире. Сейчас мы все вместе будем его пробовать. Надо же, очень интересно. А тут как раз проснулся папа. Доброе утро! А что у нас на завтрак? Кулинарное шоу от наших котят. Дорогие телезрители, попробуйте наш салат «Три кота». Ну, для первого раза очень даже... Господи, что это? Это же несъедобно. По вкусу, как козявки. Но почему салат такой противный? Мы же положили в него все самое вкусное. Молоко, рыбу, бананы. Соленые огурчики, колбасу, джем. И еще сахаром все посыпали. Они хотели отравить родного отца. Думаю, лучше смешивать только те продукты, которые сочетаются по вкусу. А если просто перемешать все, что нравится, то ничего хорошего не выйдет. Это точно. А что, если нам позавтракать кашей? Да, я тоже хочу кашу. И я. А то мы из-за нашего кулинарного шоу совсем голодные. Ага. Будет вам каша. А это я, пожалуй, унесу. Дорогие телезрители, попробуйте кашу «5 котов». В нее вы можете добавить варенье, мед, изюм, орехи или сухофрукты. И от этого она станет еще вкуснее. Ура! Миу, 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 миу. Вот так завтрак превратился для котят в настоящее кулинарное шоу, где каждый может приготовить свою особенную кашу. Как это? И одна кошечка. Мяу. Дед Мороз и Снегурочка. Однажды зимним утром котята смотрели в окно. Скоро Новый год, а снег взял и растаял. Наверное, Дед Мороз забыл сделать новый снег. А
Может, он просто очень устал. Перед Новым годом у Деда Мороза и Снегурочки очень много дел. А давайте позовем их в гости. Пусть немного у нас отдохнут, а потом сделают новый снег. Точно! Позовем Деда Мороза и Снегурочку. О, как это мило с вашей стороны. Мы с папой обязательно их пригласим. А, да, прямо сейчас я им позвоню. Здравствуйте. Мы позвонили Деду Морозу и Снегурочке. К сожалению, сейчас мы не можем ответить. Перезвоните нам завтра. С наступающим Новым годом. Там автоответчик. Говорит, что они сегодня не смогут. Ну что? Они придут к нам сегодня в гости? Так, Конечно, придут. Сегодня же вечером. Ура! Миу, 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 миу. Раз уж не удалось дозвониться, мы сами переоденемся в Деда Мороза и Снегурочку. правильно, киса. Осталось найти костюмы. Но в магазине осталось 2 последних костюма. Костюм Деда Мороза мне ужасно мал. А костюм Снегурочки мне слишком велик. И что же делать? А котята уже ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. Хо-хо! Хо-хо-хо! Здравствуйте, котятки! Ого, какая Снегурочка большая. Это потому, что я очень люблю поесть. Прямо как наш папа. И смеется она, как наш папа. Ну, мы же приехали с крайнего севера. Там у нас все так смеются. Давайте лучше пить чай. Осторожно, горячо. А у Деда Мороза голос, как у нашей мамы. Просто Дед Мороз боится всего горячего, и от страха у него даже голос меняется. А давайте-ка лучше станцуем танец снежинок. Давайте, чтобы снова пошел снег. Кажется, котята нас не узнали. Котя, а тебе очень идет эта коса. Дедушка Мороз, а ты танцуешь совсем не как дедушка. Наверное, ты уже достаточно отдохнул. Теперь вы со Снегурочкой сделаете так, чтобы снова пошел снег. Снег? Ой, дурацкая борода. Да это же наш папа. А это наша мама. А я сразу подумал, что это вы. А зачем вы переоделись в Деда Мороза и Снегурочку? Эх, просто настоящие Дед Мороз и Снегурочка сегодня не смогли прийти. Но вы же у нас лучшие Дед Мороз и Снегурочка на свете. Смотрите, опять снег пошел. Вот чем сейчас заняты Дед Мороз и Снегурочка. Они делают снежинки. Здорово! Миу, 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 миу. Кстати, Ваша мама Мороз И папа Снегурочка тоже кое-что для вас приготовили. Оказывается, мама с папой принесли котятам маленькие подарочки. А Дед Мороз и Снегурочка все делали и делали новые снежинки. Как это? И одна кошечка. Мяу. Новый год. Однажды Коржик, Карамелька, Компот, мама и папа готовились встречать Новый год. Котятки, сегодня вы можете не ложиться спать в 9 вечера, а дождаться полуночи. и впервые в жизни встретить со взрослыми Новый год. Ура! Миу, 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 миу. Не ложиться в 9 спать, не ложиться в 9 спать. Новый год наступит, когда эти стрелки будут вот тут. Надо только немножко подождать. Прошло 5 минут.
Ну долго еще ждать, что-то мне скучно. Чтобы не скучать, можно помочь маме. Мама, можно тебе помочь? Спасибо, мои хорошие, но я и сама справляюсь. Тогда поможем папе. Папа, тебе помочь? Спасибо, котятки, но я буду готовить на улице фейерверк. А это занятие для взрослых. Тогда давайте смотреть телевизор. С ним время пролетит незаметно. О, наш сериал про пиратов. Класс! Но тут часы пробили 9. Ой, мы чуть не заснули. Это из-за телека. Да нет, просто мы привыкли засыпать в 9 вечера. Но я не хочу проспать Новый год. А давайте поставим на голову ведерки с водой. Чтобы их не уронить, мы точно не уснем. А если вдруг уроним? Ай. А мокрыми нельзя встречать Новый год. Ведь как его встретишь, так потом весь год и проведешь. Тогда можно выйти на улицу. На морозе нам спать не захочется. А вдруг мы так замерзнем, что не отогреемся до Нового года? Я знаю, что надо делать. Давайте будем упаковывать подарки, которые мы приготовили друзьям. И тогда мы точно не заснем. Упаковывать новогодние подарки – очень интересное занятие, но и довольно утомительное. Коржик, карамелька, компот. Пора готовиться. Ах, вы мои новогодние подарочки. Давай уж не будем их будить. Эх, жалко. Ну ничего, следующий Новый год уж точно вместе отпразднуем. Оказывается, Карамелька завела будильник, чтобы не проспать Новый год. Доброе утро. Ой, мы что, проспали Новый год? До Нового года еще осталось полчаса. А я уже отлично выспался. 8, 9, 10, 11, 12. С Новым годом! С Новым годом! Миу, 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 миу. Котят пришли поздравить их друзья. С Новым годом! Котята обмениваются подарками. А еще папа обещал устроить салют. В новогоднюю ночь котята дарили друг другу подарки. Любовались фейерверком, веселились, и им совсем не хотелось спать. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Иу!